Привет всем, с вами канал Радов Одесса. Делаю свою машину Mazda 626 GF. В этом видео хочу показать, как делать ходовую, то есть точнее поменять сайлентблоки без прессов, без всякой фигни, то есть тупо в гаражных условиях, скажем так. Спасибо всем, кто подписался, не забывайте подписываться. Будет много полезного и интересного. Итак, весь ремонт ходовой в принципе сводится к тому, чтобы поменять на тягах вот этих всех сайлентблоки. То есть, если вот эти косточки, там что-то поломано или тяга поржавела, прогнила, то либо замена, либо реставрация. А так в основном вот эти вот все сайлентблоки. Ту сторону, как видите, я уже сделал, там все готово. В этом видео покажу, разбирать я не буду показывать, как просто получается. Снимаете колесо и откручиваете все тяги. Вот, смотрите, в каком оно состоянии. Если все нормально, просто меняете сайлентблоки. Вот. Первое, что делаем, пропшикиваем все болтики ВДшкой. Как можете видеть, все у меня уже снято, разобрано. 3 тяги у меня вот эти лежат. Я снял все стойку, ступицу снял. Все буду красить, чухать. Вот так это все здесь выглядит теперь. Вот. А теперь пойдем вынимать сайлентблоки, а точнее не вынимать, а выжигать. Вот мои 3 тяги. Я разложил сайлентблоки. Чтобы ничего не перепутать, я меняю их поочередно. Значит, вот в этой смотрим по сайлентблокам. То есть эти отверстия, вот видите, здесь у меня, да, если разбираете, не откручивается, то приходится срезать турбину. Так, понятно. Вот, там, где нет металла, вот такие сайлентблоки стоят. Вот, как на этой тяге. Тут выжигать ничего не надо. То есть просто оно само выбивается. Вот, ставим, оп, все, видите, этот выбит. Вот старый, вот новый. Вот, тут ничего, я же говорю, делать не надо. Просто ставим этот на место. Можно, я же говорю, я меняю каждый поочередно, чтобы не перепутать. Вот, можно чуть его с маслом смазать, чтобы лучше зашел. Вот у меня двухтактное такое масло, в принципе любое подойдет, шинное. Вот, и все, просто запрессовываем его на место. Тут. То есть эти забиваются легко. Снаружи высовываем, вот, все, и подравниваем, чтобы он стоял посередине. Все. Эта сторона также самое меняется. На этой тяге нету металла. Вот. Эту отложим пока в сторону. То есть с этой все понятно. Вот. С этими сложнее. Так, с какого мне тут начать? Давайте с этого. Я же говорю, вот я разложил их. Смотрите. Не перепутайте. По отверстиям, по длине они все немного отличаются. Этот вроде такой же, как и этот, но отверстие под болт тут меньше. Поэтому я же говорю, я каждый меняю по отдельности. Тут, как тот, не выбьешь. Вот. Для этого у меня есть вот такая горелка с баллончиком. Можно использовать паяльную лампу, можно использовать, если нет ничего, то на костре. И дальше берем и просто выжигаем его. Обычно это делается прессом на СТО, но я вот так вот наловчился, уже не один раз делал. Так, когда уже вот так вот выбит, резина начала выплавляться. Вот, пробуем. Берем молоточек и пробуем его просто вот так выбивать. Все, видите,
катим в сторону. Вот. Это вы вытащили саму резину. Но это еще не все. Не забывайте про вот это металлическое кольцо, которое внутри. Вот оно на новом сайлентблоке. Он у нас вот так должен стать. Его тоже надо вытащить. Что для этого надо? Сайлентблок выбили, то есть выжгли. Вот он уже валяется. Вот, я же говорю, я меняю, то есть выбиваю и сразу вставляю новый. Поочередно, то есть чтобы не перепутать. Теперь, после того, как выжгли, у вас осталось внутри это кольцо металлическое. Вот оно, которое здесь. Нужно его вытащить. Для этого я беру лобзик. Вот, желательно с пилкой по металлу, но у меня нету, поэтому использую по дереву. Можно также использовать, ну там пофиг чем, ножовочным полотном можете прорезать или надфилем, лобзиком просто быстрее. Вот, что я делаю? Я делаю прорезь вот здесь, то есть не режьте по кругу, где, ну в общем, режьте вот здесь вместе сварки, чтобы не повредить вдруг чего кольцо само. Просто вот так вставляю лобзик, вот, делаю прорезь там внутри. В общем, лобзик сильно рвет. Я сейчас пойду ставлю в тиски и просто вот так вот ножовочным полотном вот так прорезь сделаю до второго металла этого, ну то есть до основного вот этого кольца. Прорезь я сделал, вот, до конца прям до этого металла резать не обязательно, то есть главное послабить металл. Дальше вот я его просто ставлю на землю, беру сначала тоненькую отвертку и молоток, вот, и вот в месте шва начинаю просто вбивать. Он начинает так как бы заламываться слегка. Дальше берем что-то посерьезней, зубило какое-нибудь или ударную отвертку, вот, добиваем его уже до конца. Оп. Вот видите, это внутреннее кольцо, вот так оно согнулось. Все, теперь можно взять плоские и просто его вытащить. Вот, все, как видите, вот кольцо, вот так это все выглядит. Вот это. После того, как это все сделали, берете надфилек, убираете внутри все зазубрины, ну, надфиль или напильник или наждачку, и уже вычищаете все полностью на чистовую. Ну, это лучше делать в тисках, ну, я покажу так. И смотрите, вот видите, с этой стороны кромка менее такая как бы скошенная, а с этой более, то есть забивать сайлентблок надо будет с этой стороны. Сейчас я его вычухаю и покажу, как буду забивать. Хорошо вышкуривайте от всех закисей и всей этой истории внутри, иначе будет тяжело забивать новый. Вот. И старайтесь, то есть, шкурить вот так, не по кругу, а вот так, чтобы потом, когда вы будете забивать, масло забилось в эти канавки и сайлентблок будет легче проходить. Так, думаю, достаточно. Сейчас попробуем. Так, я перешел на железо, потому что лучше не бетонную поверхность, а металлическая, чтобы была внутри. Дальше все как с тем. Масло сюда. Вот. Сильно жирно тоже не надо намазывать, так как масло плотность дает. Вот. Смазали. И проставка, я же говорю, она должна вот сжать сюда. То есть на вот эту вот металл. По вот этой штуке, которая внутри резинки, бить нельзя. Вот, иначе сломаете сайлентблок. Многие греют. Ну, я не советовал, я пробовал несколько раз. В общем,
его зажимает еще больше и так далее. Лучше правильно все почистить, подготовить, тогда он нормально, легко забивается. Вот, ставим вот эту историю и начинаем забивать. Вот и все. Он забился. Вот, ну, тут чуть-чуть он по размеру отличается. Вот, по ширине. Можно добить его, чуть-чуть усреднить. Вот. Все готово. Все остальные делаются так же само. Итак, часик работы. Вот. И все сайлентблоки я переставил. Вот, как видите. Тут. Вот. Единственное, что вот эта продольная тяга, то, что я говорил, вот этот вытащился без проблем. То есть фактически пальцем. Вот. С этой стороной прикол такой вышел. То есть я ее, ну, в общем, во-первых, пришлось выжигать. Я говорил, что нелегко выдавливается. Обычно так и было. Но в этот раз, вот, его, видно, там закиснут сильно. В общем, и я плохо вычистил внутри. В общем, запорол сайлентблок. Прикол в чем? Что в этих продольной тяге, в этих сайлентблоках нет вот этих вот металлических железочек. Поэтому бить приходится по резине. Вот. В общем, запорол я этот сайлентблок. Это первый раз, сколько машин делал. Но ничего, я его поменяю. Вот. Вот то, что пооставалось от тех старых сайлентблоков. Вот. А теперь беру просто вот эту турбинку с щеткой и сейчас буду чистить, подготавливать к покраске. Так, все вычистил. Вот что у меня получилось. Это готово уже к покраске. Покрашу сейчас черной молотковой краской. Будут как новенькие. Еще раз хочу повториться насчет вот этой истории. То есть я же говорю, сам говорил, что хорошо вычищайте, и сам же на этом запоролся. Вот, то есть мог бы я вырезать, показать, что все чики уже, я это переделаю, как бы не проблема. Сайлентблок надо просто новый купить, поехать. Вот, то есть вычищайте, особенно где вот эта вот продольная тяга, где без металлических ободков, вот, чистая резина, то есть вычищайте прям до блеска. Тут, если, не знаю, видно или нет, прям нарост ржавчины. Вот я его не заметил, я думал, это просто коррозия, а оно по всему кругу. То есть надо прям выбивать, вычищать. То есть я это сейчас сделаю. Вот, поеду, куплю сайлентблок и вставлю его. Переходим к покраске. Вот, поехал, купил новый сайлентблок. Внутри все вычухал идеально. Вот, и в чем прикол видно был, что тот был цельно-резиновый, то есть резина была сплошняком, а этот идет с прорезями. Ну, это продольная тяга, тут в принципе она просто как дополнение. Вот, я думаю, такой тоже будет нормально работать. Этот должен четко войти, но чистите все равно хорошо, а тем более если у вас цельно-резиновый. Сейчас мы его поставим. Я думаю, это должен влететь на раз-два. Так, вот готовая уже работа. Покрашенные, красивенькие, как видите, как новенькие. Прослужат долго, я думаю. Вот этот, все три. Две поперечных тяги, две продольных. Вот. То есть выжигаем, забиваем новые, чистим, красим, собираем все на место. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Радов Одесса. Не забывайте подписываться. Будет много интересных и полезных вещей.